Приветствую вас еще раз. Сорвалось у меня видео. Расклад делаем на Иран, 23-24 год. Саму выкладку карты я, пожалуй, прикреплю. Это будет в дополнение, да, или как-нибудь, если у меня получится, прикреплю к самому видео, насколько получится. Но давайте смотреть, что здесь у нас происходит. Иран попадает в достаточно сложный период времени ограничений, времени какого-то решения. Весь мир почему-то будет обсуждать Иран и выносить какое-то решение в отношении данной страны. Во-первых, что хочется сказать? Энергия ограничения, блокировки. Иран будет в буквальном смысле ожидать какие-то политические, экономические решения, и они будут не совсем благоприятны для него, потому что восьмерка мечей нам говорит о том, что мы находимся в очень стесненных, ограниченных обстоятельствах. Несмотря на это, Иран в буквальном смысле сражается, борется за свои какие-то новые возможности, идеалы, возможно, и цели и задачи. Ситуация неоднозначна, и практически на всех фронтах есть проблемы. Во-первых, что хочется сказать относительно Ирана. Вот данная триада карт — это шут, дьявол и десятка мечей. У меня выпадают на такие какие-то резонансные события. Я начала дополнительно выкладывать эти арканы после землетрясения в Турции. У меня отсутствует уверенный уровень прогностики каких-то критических моментов, но шут, дьявол, десятка мечей нам говорит о том, что могут произойти тяжело прогнозируемые события, которые могут привести к смерти или массовую гибель людей. Поэтому здесь вот не берусь судить, но скажу однозначно, что что-то мощное должно произойти в Иране, например, да, что в буквальном смысле это может означать и массовую гибель людей, и какой-то очень крайне тяжелый период времени. Я вам даже когда говорю, мне даже тяжело говорить, потому что какие-то очень яркие, плотные события намечаются в этот период времени. Что это конкретно может означать, я даже не берусь судить, потому что шут нам может принести в буквальном смысле все что угодно. Это может быть террористические акты, это может быть пандемия, это может быть землетрясение, это может быть цунами, это могут быть какие-то участия в военных конфликтах, все что угодно. Не все, слава Богу, и для народа, и для правительства, и для лидеров Ирана, потому что Иран, если мы обращаемся к триаде, она у нас отвечает за лидеров Ирана, будут в буквальном смысле ломать голову, испытывать страх, попытаться разрешить достаточно благоприятно какую-то сложную задачу. Установить союз, установить мир, подарить стране какие-то новые возможности. Не могу сказать, что речь идет конкретно про нечто неосязаемое по типу альянсов, союзов. Это может быть также вопросы, связанные с жидкостями, да, то есть это вода, это может быть нефть, поэтому здесь может проиграться все что угодно. Мы чуть позже будем просматривать, как это в реальности будет находить отражение. Если мы говорим про Иран в контексте правительства, тут тоже намечается определенная борьба. Здесь могут, не знаю, какие-то оппозиционные партии пытаться добиться для себя самого лучшего решения. Но, скажем, здесь тоже нестабильная ситуация, она должна каким-то образом разрешиться. По народу пятерка пентаклей, шестерка жезлов, луна. О чем это говорит? Это говорит о том, что народ себя чувствует крайне ущемленно. Это могут быть болезни, это могут быть бедность. Те люди, которые имеют возможность, они, скорее всего, будут покидать эту страну по шестерке жезлов, которая нам говорит о том, что настало время привести в движение то, что стояло. По луне это страхи, это опасения за свое будущее, непонимание, что происходит и каким образом будет происходить. Это страх за себя, за детей, за свои семьи. Если мы говорим про
скажем так, Иран в контексте того, что мы не видим. Обратите внимание, здесь у нас 7 мечей, 4 жезлов и рыцарь мечей. Это нам говорит о том, что работает какая-то сеть, это могут быть разведки, это могут быть, там, не знаю, сепаратисты, все, что связано, которые должны нанести определенный урон этой стране, развязать внутри этой страны по 4 жезлов какую-то такую активность, какие-то такие настроения, может быть, революционного характера в том числе. Если мы обратим внимание на триаду карт, которая у нас отвечает за внутреннюю политику, это то, что правительство делает в отношении народа, то здесь попытка урегулировать, отладить, успокоить, знаете, в каком-то смысле сохранить какую-то стабильную ситуацию всеми правдами и неправдами. А по всей видимости ситуация будет нарушена, потому что граждане себя чувствуют крайне неуверенно и крайне небезопасно. Внешняя политика государства в этот период времени будет достаточно яркая, воинственная, да, солнце, опять-таки колесница и король мечей. Жестко будет Иран реагировать на различные какие-то могут новости, выпады в его сторону, достаточно громко заявлять о себе, о своих позициях. О чем это говорит данная триада карт? Оперировать или опираться на энергоресурсы, на все, что связано с воинствующей такой вот частью. Это могут быть танки, это могут быть орудия, также это могут быть все, что связано с транспортными какими-то вещами. Это могут быть, например, грузовые суда, танкеры. Что еще там может быть? Это могут быть элементы станкостроения, как один из вариантов. Это могут быть грузоперевозки или все, что связано с грузоперевозками нефти, энергоресурсы плюс транспорт. Но и здесь привлечение каких-то специалистов для разрешения сложных ситуаций. Это может быть военный сектор, например, как один из вариантов, либо могут быть дипломаты, юристы, политики такого достаточно серьезного ранга. Вообще ситуация, скажем так, на острие ножа в буквальном смысле этого слова, но обратите внимание, у нас здесь маг выпадает, поэтому можно говорить о том, что какие-то успехи действительно будут получены с точки зрения внешней политики. Что еще хочется сказать относительно Ирана? У Ирана есть мечта, такая достаточно серьезная, глобальная. Она может заключаться в том, что Иран надеется на разрешение каких-то спорных моментов, за счет чего-то, да, за счет перестройки мира. Сейчас очень такой популярный тезис, под башню он тоже может подходить. Либо здесь речь идет о строительстве чего-то крупного, глобального, долгосрочного, что Ирану позволит находиться для себя в комфортных условиях. Если мы посмотрим экономический сектор, то здесь, скажем так, без просадок не обойтись. В целом у Ирана, безусловно, есть деньги, могут быть какие-то ограничения, могут быть какие-то малые прибыли, скажем так. И будет период, когда Иран не сможет аккумулировать какие-то денежные единицы для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности. Тем не менее, триаду карт завершает у нас король жезлов, который говорит о том, что деньги будут либо от энергоресурсов, либо от каких-то амбициозных и серьезных проектов. Но блокировку Ирана будут осуществлять каким-то образом. Более того, что хочется сказать относительно вооруженных сил Ирана. То есть обратите внимание, здесь у нас влюбленные, паж кубков и десятка жезлов. Такая неоднозначная ситуация, которая может нам говорить о том, что Иран будет концентрировать свои усилия с точки зрения каких-то альянсов, причем со странами, которые имеют флот, например, выход к морю. Ситуация будет осложняться, безусловно, какими-то внутренними подрывами. Опять-таки помним про так называемых агентов влияния, да, и в военном секторе они, безусловно, тоже могут быть. Поэтому атаки могут быть и здесь. По десятке жезлов практически тяжело получать какое-то развитие, но в союзе с кем-то они будут двигаться в этом направлении, пусть и тяжело.
Так, на что это похоже? Сразу скажу, что вот тот сектор, который мы не видим, я на него ориентируюсь в большей степени. Это походит на то, что будет попытка либо захвата правительства, там, не знаю, государственный переворот, все что угодно здесь может быть. Это первое. Это, возможно, наложение каких-то санкций, могут быть террористические атаки, не знаю, какие-то могут быть там наводнения, землетрясения, я уже повторяться не буду. И весь мир будет пытаться разрешить эту проблему. Более того, восьмерка мечей, справедливость и карты мир, я бы сказала, что Иран не то что наложат санкции, а может даже какой-то новый статус придадут этой стране. Насколько он будет позитивным. Ну, здесь вот мнения разделятся, да, потому что здесь есть разные силы. Одни, собственно говоря, каким-то образом поддерживают Иран, а какие-то блокируют. Но история может повториться по колесу фортуны. Будет ли это участие в военном конфликте, например? Возможно. Потому что вот данная триада карт, она под это подходит. Плюс вооруженным силам тяжело. Плюс опять-таки какие-то такие волнения здесь могут происходить. Народ себя чувствует крайне обеспокоенно, в бедственном положении, стремится каким-то образом мигрировать. Ну и обратите внимание еще на внешнюю политику. Колесница, король мечей, которая в буквальном смысле может нам говорить о чем-то таком серьезном. Но я надеюсь, что во всяком случае здесь ничего подобного не произойдет. Все разрешится в такой версии light. И надеюсь, те краски, которые я обозначила, они будут все-таки проходить в более мягкой форме. На этом все. Берегите себя. До новых встреч.